Дорогие мои друзья, у нас сегодня очередное сохранение подписчика, ребятки. Мы в сохранении сейчас в прошлом. Давайте сейчас переключимся на другое сохранение, и я вам зачитаю, что написал владелец про свое сохранение. Называется оно Найми. Никто не стал заморачиваться по поводу его переименовать. Вот пишет: вот мое сохранение, играю с начала января. Версия 1.10 без читов, ребятки. Честно, не помню, что там в 1.20 прибавилось. Дом, по-моему. То есть у человека на прежнем месте нет. Давайте из дома. Ну как дома? Вот дом, ребятки. Играю с 1.10, наверное. Потому что в 1.10 я не помню, чтобы был дом. Отлично. Ребятки, хотим кушать, хотим пить. Начинаем обзорчик. Первое, что хочется сказать. Смекалочка, куча компов. Так, что у нас вообще по денежке? Так, ну, есть заявочка на то, что это без счетов. Есть заявочка. Так, давайте посмотрим. Хорошо, компьютер стоит. Запустим. Точно. Здесь же не запускается. Давайте его посмотрим, что там внутри. Так, он собранный. Хорошо, давайте посмотрим вот этот комп. Если они все собраны... Так, 75. Ну, в принципе, много. И съедено... Ладно, давайте, хорошо. Да, просто корпус. Хорошо. Я хотел уже обвинить в читерстве. Если бы эти все компы были сейчас с железячками внутри, то я бы подумал, что, наверное, человек играет с щитами. Давайте снимем крышечку. Пусто. Все, отлично. Значит, в принципе, есть шанс на то, что так. Значит, что у нас здесь? Ой-ой-ой. Ребята, куча хлама, куча хлама. Ничего страшного, отлично. Итак, дом. Давайте вообще везде посмотрим, что у нас по холодильнику. Покушать-то надо. За покушать огромное спасибо. Это очень круто. Мы сейчас... Так, кушать, хочу кушать. Ага, уже... Так, давайте еще возьмем. Все, давайте, пока будем идти сюда. Я сейчас... Ох, есть. Ну, слушайте, ребятки, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Вопрос только по захламленности, но я не думаю, что это критично. Давайте сейчас сделаю дело и вам все расскажу. Так, по дому. Давайте вот здесь стоит. Отлично. Так, ну здесь ничего особенного. Но опять же, ребятки, еда есть, комп есть. Причем это первое сохранение, где 2 стола и столько компов. Зачем столько компов дома, конечно, вопрос. Но я думаю, что твердая восьмерочка здесь, в принципе, он заслуживает. Потому что все тут сложно, здесь комплектухи на всякий случай. То есть чувак подготовился, вдруг в будущих обновлениях можно будет из дома клуб сделать. И у чувака все готово. Вот, поэтому твердая восьмерочка. Чуть-чуть я, конечно, снизил за то, что есть эффект захламленности, хотя все аккуратненько сложено, ребятки. Можно было бы даже 9, наверное, поставить. Давайте посмотрим общее сохранение, а потом уже еще раз подытожим дом. Погнали, бежим. Машина стояла там, скорее всего, поэтому бежим в клуб смотреть вообще, что там у нас творится, что там с компами вообще творится. Вот, поэтому, ребятки, топаем. Ребятки, пока мы топаем, напоминаю, что вот QR-чик, его можно отсканировать и попасть в группу. Там мы сбрасываем сохранение. Правда, пока временно остановлены сохранения, потому что, ребятки, пожалуйста, не сбрасывайте временно, потому что их очень много, и я не успеваю все просто снимать. Выйдет новая версия, снова будем сбрасывать сохранение. Так, Ох. Удивляет то, что здесь стоит на каждом столе коробка. Это гениально, такого я еще не видел. Для чего, я не знаю. Автор также, наверное, не знает, если у него спросить, для чего здесь проц, он тоже не будет знать. Для красоты красиво, вопросов нет. Я люблю все, что связано с железом. И мне тоже было круто, если бы у меня на столе стоял там, например, коробочка. Так, ладно, у нас здесь есть в наличии, давайте используем. Есть в наличии, да, это не... расставлено, как в прошлом сохранении, но оно есть, оно функционирует, и мы этим зарабатываем. Давайте что достанем. 307, ребят. По-моему, он даже не заморачивался с забиранием. Как вы думаете, он не заморачивался, не забирал, потому что чит? Или потому что просто забыл? Так, хорошо, отлично. Давайте заранее не придираемся. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь... Ого, здесь, кстати, аккуратненько положил, спрятал.
Зачет. Мне нравится. Так, давайте включаем, конечно же, компы. Давайте ребяточек этих выгоним. До свидания им скажем. Да-да, они все злые. Выгоняем, включаем. Сейчас посмотрим, что по аккаунтам, что по нашим комплектующим. И сделаем какой-то вывод, ребятки. Погнали, погнали. Давайте. Просто рандомный, рандомный. Так, игр много. Прям сразу вижу, что их очень много, ребят. Стимус, профиль, создать аккаунт. А профиля только 3. Причем, да, писали, что проверяй, Гирик, тут на каждом сколько игр, а здесь-то нет игр. Да, то есть вот здесь другие игры. То есть, ну, так не делается. Я найду сейчас комментарий, который написал, что проверяй на каждом аккаунте сколько игр, потому что оно должно быть. Это будет правильно. Спасибо, чувак, я что-то сразу не въехал. Я проверял просто наличие там многих этих. Но здесь, конечно, немножечко... А что по антивирусу? Куплен. Ладно, окей, куплен. Ну, по мусору смысл он практически всегда находит. Вот, да, нужно проверять в каждом аккаунте, чтобы были игры. Потому что, отлично, освободил. Ничего себе, 77 гигов. Чтобы в каждом сохранении были игры. Потому что вот здесь, да, в сохранении 2 игры. Следовательно, во-первых, очень много компов. При этом... в каждом аккаунте по 2 игры, то есть они не смогут друг с другом играть, потому что, например, в другом компе, в другом аккаунте халфы не будет. Во-первых, 3 аккаунта, а во-вторых, здесь игр-то ограничено. Вот, так нельзя делать. Здесь минусик. Так, по чистоте, да нет, чисто, ну есть пятна, конечно, но чисто. Так, что мы еще посмотрим? Смотрите, ребятки, еще один ком, давайте рандомный, вот этот. Что у нас по системно, по железам? Так, топ, не топ. Ну, в принципе, да нет, хорошо. Скорее всего, действительно, человек играл без читов, потому что обычно, когда с читами, ребята просто по максам закупаются. Давайте посмотрим. Вот этот вот. Почему я его не включил? Включить. Давайте этот включаем. Так, значит, ну, аккаунты смысла нет, мы уже посмотрели. Их недостаточно, ребятки. Давайте посмотрим, что у нас по комплектующим. Материнка. Да нет, человек 100% играл сам. Видюха 1050 Ti, да-да-да. В принципе, нормальная сборочка. Вот, антивирус есть, смысла его нет проверять. Давайте запустим какую-нибудь игру. И 41 FPS. Ребятки. Так, выходим. Так, что у нас? Давайте. По интерьеру мне нравится. Он поставил сюда автомат, поставил дома, ну, дом мы, понятно, сейчас не судим, 2 стола, то есть у человека есть вкус. Коробочки меня удивили, это хорошие детали. Понятно, что они не дают от слова вообще ничего, но тем не менее. Не бабушкин диванчик, уже хороший диванчик. Ну и, собственно, по дизайну мне нравится. Сверху такая вот панельки, снизу обои, в принципе, симпатичные. Вот, поэтому, ребятки, если подытожить, да, за дом давайте все-таки, ну, вот здесь или 8, или 9, да, то есть вроде все хорошо, да, но вроде в прошлом видео мы тоже видели просто идеальный результат, да, то есть там 10 была. Давайте, окей, дом 9. Тоже сильно там придраться не к чему. По клубу немножко ситуация обстоит иначе. По около клубовому пространству, ну, твердая 8, здесь нет ни мусора, ни лишнего, ничего. То есть, ну вот, стоит немножечко и стоит. По поводу клуба дизайна 8, стабильная 8, ребят, ну, все хорошо. Компы 5. Почему 5? Потому что, во-первых, ребята, которые сюда приходят, у них очень мало игр, да, потому что аккаунты вообще подроблены непонятным способом, да, то есть и они не смогут играть в онлайн. Ну, давайте 6. Окей, давайте 6, потому что антивирус стоит там, собственно... Ну, мусор немножко мы нашли. Да, но в принципе 6 нормально. Но за аккаунты я снизил 4 балла, потому что весь смысл от этих кучи игр, ну, нет смысла, ребятки, вот. Как-то так, ребят, поэтому вот очередное сохранение, спасибо, что присылаете. Мне очень интересно снимать обзоры на ваши сохранения, очень интересно, как работает у вас вообще мысли, что куда поставить, как дизайнерская мысля у вас там прыгает, да. В общем, да нет, очень интересно, ребятки, спасибо, что присылаете. Если, в общем, вот просто взять в кучу все и оценить это сохранение, да, с учетом того опыта, который у меня уже есть, ну, твердая 7 здесь, в принципе, есть, да, то есть...
Как-то так, ребятки. Поэтому спасибо, что присылаете. Всех обнял. Пока, ребят.